Человеческий разум считает себя абсолютным хозяином реальности. Мы привыкли безоговорочно доверять тому, что видим своими глазами, слышим своими ушами и чувствуем кожей. Однако физический мир устроен гораздо сложнее, а наши органы чувств — это всего лишь несовершенные приемники информации. Когда внешняя среда резко меняется или лишает нас привычных ориентиров, мозг оказывается в ловушке. Он не умеет работать в абсолютной пустоте. Столкнувшись с дефицитом внешних сигналов, наш внутренний биокомпьютер начинает паниковать и буквально изобретать реальность заново. Он создает фантомы, которые люди веками принимали за мистику, призраков или тайные заговоры. Все наши представления о мире строятся на зыбком фундаменте иллюзий. Сегодня мы подробно разберем, как именно внешняя среда взламывает наше восприятие и почему в определенных условиях доверять собственным чувствам становится смертельно опасно. Начнем с эксперимента, который наглядно доказывает, что абсолютная пустота способна пошатнуть даже самую крепкую психику. В американском штате Миннесота, в городе Миннеаполисе, находится уникальное инженерное сооружение. Это безэховая камера лаборатории Орфилд. Она спроектирована настолько изолирована от внешнего мира, что поглощает 99,99% всех внешних звуков. Стены этой комнаты покрыты массивными клиньями из плотного стекловолокна. Пол представляет собой натянутую сетку из тонких стальных тросов, а сама многослойная конструкция покоится на тяжелых пружинах, гасящих любые вибрации Земли. Уровень шума в этой камере составляет минус 9,4 децибела. Для сравнения, спокойное дыхание спящего человека оценивается примерно в 10 децибел, а шепот в 20 децибел. Это место официально признано одним из самых тихих на нашей планете. Большинство людей ошибочно полагают, что оказаться в такой комнате — это истинное блаженство, покой и расслабление. Но реальный опыт исследователей оказывается пугающим. Рекорд пребывания в этой камере в условиях полной темноты составляет всего 45 минут. Почему же здоровые, подготовленные люди не могут выдержать там дольше? Дело в том, что в отсутствии внешних раздражителей наш слух начинает стремительно перестраиваться. Мозг человека привык постоянно фильтровать огромные объемы информации. Фоновый шум мегаполиса, шелест листвы, далекий гул автомобилей, работу бытовой техники. Когда этот привычный фон полностью исчезает, чувствительность слухового аппарата автоматически выкручивается на максимум. Это похоже на то, как звукорежиссер поднимает уровень чувствительности микрофона до предела в поисках слабого сигнала. Уже через несколько минут звенящая тишина перестает быть тихой, она начинает буквально кричать в вашей голове. Вы начинаете отчетливо слышать звуки собственного тела, которые в обычной жизни мозг успешно игнорирует, как бесполезный шум. Сначала раздается глухой, тяжелый и ритмичный стук вашего собственного сердца. Он кажется неестественно громким, словно удары барабана в пустом зале. Затем вы замечаете странный свистящий звук. Это воздух с шипением проходит через ваши дыхательные пути и наполняет легкие. Но самое жуткое начинается чуть позже. Вы начинаете отчетливо слышать, как кровь с глухим шумом циркулирует по сосудам в вашей голове, создавая непрерывный пульсирующий гул. При малейшем движении головой или шеей в уши ударяет сухой, отчетливый скрежет суставов и трение позвонков друг о друга. Человек начинает ощущать себя сложным, но старым и неотлаженным механическим устройством. Примерно через 15 минут мозг, окончательно лишенный привычного притока аудиоинформации, начинает генерировать собственные сигналы, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Это явление хорошо известно физиологам под названием спонтанной отоакустической эмиссии. Внутреннее ухо само начинает производить сверхтихие звуки, которые мозг в условиях сенсорного голода интерпретирует как внешние шумы.
Люди начинают слышать тихий, навязчивый колокольный звон, обрывки старых мелодий или даже неразборчивые шепоты. Испытуемые быстро теряют ориентацию в пространстве. Мы привыкли балансировать и позиционировать свое тело в комнате, в том числе благодаря отражению звуковых волн от стен и окружающих предметов. Без этих невидимых ориентиров человек теряет равновесие, у него начинается сильное головокружение, он уже не может уверенно стоять на ногах. Именно поэтому в камере Орфилда разрешается находиться только в сидячем положении. Подобные зоны экстремальной, пугающей тишины существуют не только в высокотехнологичных лабораториях, но и в дикой природе. Одно из таких мест находится на самом холодном континенте – в Антарктиде. Это район сухих долин Макмерда. Там практически нет льда и снега, дуют сильнейшие ветры, но в периоды полного штиля среди гигантских ледяных стен наступает абсолютно звенящая пустота, в которой любой шорох разносится на километры, а его отсутствие сводит с ума. Другой известный пример – это знаменитая зона молчания в Мексике – пустынное плато Мапими. Из-за уникальных условий местного рельефа и магнитных аномалий туда крайне плохо проникают любые радиосигналы, а специфическая структура почвы и холмов гасит любые акустические колебания. Путешественники, оказавшиеся там в одиночестве, часто описывают те же пугающие симптомы, что и посетителей безэховой камеры. Им начинает казаться, что за их спиной кто-то идет. Они отчетливо слышат шаги по сухому гравию или далекий гул несущегося поезда, хотя на сотни километров вокруг нет ни одной живой души и никаких железных дорог. Мозг просто отказывается верить в абсолютное беззвучие. Он перегружает слуховые рецепторы и заставляет нас слышать то, чего никогда не существовало в физической реальности. Если слух достраивает звуки, то зрение делает это еще охотнее, особенно когда природа копирует технику. Наше зрение устроено по строгому принципу быстрого распознавания образов. Миллионы лет эволюции научили предков современного человека мгновенно вычленять в густой траве силуэт затаившегося хищника, очертания ядовитой змеи или контуры съедобного плода. Этот древний механизм выживания называется парейдолией. Именно он заставляет нас видеть забавные лица в очертаниях облаков, розетках электрических приборов, узорах на обоях или случайных трещинах на асфальте. Но когда этот эволюционный механизм сталкивается со спутниковыми снимками высокой четкости, рождаются масштабные теории заговора, мифы о древних цивилизациях и секретных базах военных. Один из самых известных исторических примеров – это так называемое «лицо на Марсе», обнаруженное в районе Кидония американским космическим аппаратом «Викинг-1» в 1976 году. На снимке крайне низкого качества на поверхности Красной планеты отчетливо проступал гигантский человеческий лик, устремленный в черное небо. Мировая пресса мгновенно взорвалась сенсационными заголовками о памятнике исчезнувшей марсианской расы. Мозг миллионов людей мгновенно дорисовал симметричные глазницы, очертания носа и губ. Люди отказывались верить, что это случайность. Однако спустя 20 лет, когда новые космические аппараты сделали высококачественные снимки этой же горы при другом угле освещения, вся сенсация растаяла без следа. Оказалось, что это обычный выветренный холм со сложным рельефом, а иллюзию человеческого лица создала случайная игра света и теней. Подобные масштабные обманы зрения регулярно происходят и на нашей собственной планете. В канадской провинции Альберта существует удивительное геологическое образование, получившее название «Хранитель бесплодных земель». Если посмотреть на эту местность со спутника, перед вами предстанет невероятно четкий профиль человека в традиционном головном уборе коренных американцев, который как будто слушает современные наушники.
Из-за поразительной детализации изображения многие пользователи интернета поверили, что это рукотворный монумент глубокой древности. Но когда профессиональные исследователи спустились на Землю, они не обнаружили абсолютно ничего искусственного. Перед ними предстал хаотичный ландшафт из глиняных каньонов, промытых дождевой водой за тысячи лет эрозии. То, что с высоты казалось наушником, на поверку оказалось обычной грунтовой дорогой, ведущей к нефтяной скважине, а детали лица – естественными оврагами и складками местности. Еще один вирусный пример, регулярно будоражащий умы любителей тайн – это так называемые пирамиды Антарктиды. На спутниковых картах в районе горного хребта Элсуэрт отчетливо видны 3 геометрически правильные четырехгранные пирамиды, которые выглядят точной копией великих пирамид в египетской Гизе. Сторонники альтернативной истории сразу же заявили, что под толщей антарктического льда скрыты следы древнейшей технологичной цивилизации или секретные базы военных. Однако геологи быстро и спокойно объяснили этот феномен. Эти объекты представляют собой обычные нунатаки. Это острые вершины скал, которые возвышаются над сплошным ледяным щитом. Под воздействием постоянных циклов замерзания и оттаивания воды в микротрещинах, а также из-за эрозии под влиянием сильнейших ураганных ветров, твердые гранитные породы раскалываются по естественным плоскостям спайности. В результате получаются удивительно ровные треугольные склоны. С высоты птичьего полета они действительно кажутся рукотворными сооружениями, но при ближайшем рассмотрении на Земле это обычные обветренные скалы. Мозг человека панически боится хаоса и неопределенности. Когда мы смотрим на сложные спутниковые снимки природы сверху, наше сознание автоматически пытается упорядочить фрактальные природные узоры. Мы подсознательно ищем прямые углы, параллельные линии и строгую симметрию. Ведь в нашем повседневном понимании это главные признаки разумной человеческой деятельности. Если природный ландшафт случайно воссоздает геометрию, мозг тут же делает ложный, но комфортный для него вывод. Перед нами секретный бункер, древний храм или взлетная полоса для неопознанных летающих объектов. Мы просто не способны легко принять тот факт, что слепой случай, ветер, вода и миллионы лет эрозии могут создавать формы, превосходящие по своей геометрической точности творения человеческих рук. Мы видим то, что хотим видеть. Но есть еще одно чувство, которое среда ломает не хуже зрения и слуха. Это ощущение времени. Время кажется нам абсолютно объективной и неизменной величиной. Секунды складываются в минуты, минуты в часы, а день закономерно сменяется ночью. Но на самом деле наше восприятие времени – это сложнейшая и хрупкая иллюзия, создаваемая крошечным участком мозга под названием супрахиазматическое ядро. Этот внутренний биологический метроном постоянно нуждается в калибровке внешними сигналами, главным из которых является естественный солнечный свет. Если полностью убрать эти внешние ориентиры, наши внутренние часы ломаются с пугающей скоростью, погружая сознание в хаос. В 1962 году молодой французский ученый и спелеолог Мишель Сифр решил провести уникальный эксперимент над собственной психикой. Он добровольно спустился в глубокую ледниковую пещеру Скарасон в Альпах на глубину более 100 метров. У него не было с собой ни часов, ни календаря, ни радиоприемника, способного передавать сигналы точного времени. Единственным его каналом связи с внешним миром был телефонный провод, по которому он сообщал дежурившим на поверхности коллегам о каждом своем пробуждении, приемах пищи и отходе ко сну. Сифр планировал провести в полной изоляции ровно 2 месяца. Очень скоро его восприятие реальности начало стремительно искажаться. Без привычной смены дня и ночи его организм полностью потерял временные ориентиры. Сифр вел подробный дневник, где тщательно фиксировал свои субъективные ощущения. Ему казалось, что его жизнь течет в абсолютно нормальном, привычном ритме.
Он читал книги, готовил себе еду, проводил научные исследования пещеры и спал, как ему казалось, по 8 часов в сутки. Но на поверхности исследователи фиксировали поразительные и пугающие вещи. Внутренний биологический цикл Сифра сильно растянулся. Его субъективные сутки стали длиться не 24 часа, а 24 часа и 30 минут, а в отдельные периоды доходили до 48 часов. Из этих 48 часов 34 часа он активно бодрствовал, а 14 часов спал. При этом сам спелеолог не замечал абсолютно никакой разницы. Когда 19 сентября коллеги наконец позвонили Сифру и сообщили, что запланированный эксперимент окончен и ему пора подниматься на поверхность, ученый испытал настоящий шок. По его личным подсчетам и аккуратным записям в дневнике, на календаре должно было быть только 20 августа. Он потерял во времени целый месяц. Минуты и часы в его сознании сжались. Ему казалось, что между звонками дежурным проходило всего несколько часов, хотя на самом деле пролетали целые сутки. Его мозг, лишенный солнечного света, социальных контактов и привычной деятельности, искусственно замедлил внутреннее время, чтобы справиться с монотонностью окружающей среды. Подобные феномены регулярно наблюдают полярники на изолированных антарктических станциях, например, на российской станции «Восток» или американской «Амундсен-Скотт». Во время долгой полярной ночи, которая длится несколько месяцев подряд, сотрудники оказываются в условиях глубокой сенсорной депривации. Без привычных восходов и закатов солнца люди начинают страдать от тяжелой бессонницы, их когнитивные способности заметно снижаются, а восприятие времени деформируется самым причудливым образом. Час томительного ожидания может казаться бесконечной вечностью, а недели монотонной работы пролетают как один мимолетный день. В замкнутых пространствах глубоких бункеров или автономных подводных лодок происходит то же самое. Без постоянного притока новой, разнообразной информации мозг теряет способность адекватно оценивать длительность происходящих событий. Внутреннее время начинает течь крайне неравномерно, превращая минуты в часы, а дни в смазанные, неотличимые друг от друга мгновения. Тишина, обман зрения и исчезнувшее время – 3 симптома одного явления. Мозг пытается навести порядок в хаосе, который создает среда. Наш разум устроен таким образом, что он категорически не терпит неопределенности и отсутствия информации. Когда мы лишаем его привычных внешних сигналов, он не отключается, а начинает активно генерировать собственную реальность из обрывков старых воспоминаний, подсознательных страхов и древних эволюционных программ. Мы слышим фантомные звуки в абсолютной тишине, видим секретные базы в обычных выветренных скалах и теряем счет дням в темноте не потому, что сходим с ума. Это естественная защитная реакция нашего сознания, отчаянная попытка структурировать мир вокруг нас и защитить психику от разрушительного влияния пустоты. Понимание этих сложных нейробиологических механизмов помогает нам критически относиться к собственному повседневному опыту. Прежде чем безоговорочно поверить в очередное паранормальное явление, древний заговор или мистический феномен, стоит вспомнить, что наш мозг — это великий иллюзионист. И чаще всего он обманывает нас из самых лучших побуждений, пытаясь уберечь наше сознание от пугающей и непонятной неизвестности. Напишите в комментариях, случалось ли вам лично сталкиваться с подобными играми разума, когда ваши собственные чувства нагло подводили вас. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые глубокие исследования человеческой природы и окружающего мира.